Всем привет! Как я уже говорила в прошлом видео, я говорю на 11 языках, и на 6 или 7 из них примерно свободно. При знакомстве многие люди очень этому удивляются и хотят знать, а как это так, почему, зачем, что это за языки. Кто-то вообще, мне кажется, не до конца верит, но все хотят знать подробности. И мне показалось уместным посвятить этому отдельное видео. Собственно, об этом будет это видео. Сразу скажу, что я не лингвист по образованию, это никак не связано с моей профессией. Вообще все началось с того, что однажды у меня получилось снять ментальный блог тем, что я довольно быстро заговорила на немецком за пару недель, разморозив его с какого-то такого пассивного уровня, просто самостоятельно занимаясь на каникулах. И это помогло мне взяться за другие языки без боязни. Мне довольно трудно провести четкую линию, но на 6, да, правда, говорю свободно, то есть могу применять на любой скорости и в любом контексте. Где-то на 3 говорю достаточно хорошо, имею разговорный уровень, и где-то на 2 имею сезональный успех. То есть когда-то знала, но сейчас надо было освежить, чтобы снова вспомнить и мочь применить быстро. Но вообще трудно сказать эту развести линию, когда я записываю язык в свой список, но когда я говорю, что владею каким-то языком, я имею в виду все пространство, время своей жизни. И мой критерий таков, что если я могу изъясниться с носителем языка, вообще не применяя английский, и решить какую-то ситуацию, обменяться мнениями и рассказать друг другу о себе и провести диалог, то я считаю, что я говорю на этом языке. Даже если коряво, даже если с ошибками, но мы добираемся до сути. Вот такой у меня критерий. Да, и я сейчас хочу рассказать про все свои языки в хронологическом порядке, в котором я их учила, используя при этом соответствующий язык. Русский язык – это мой самый первый язык, это мой родной язык, меня ему учили родители. Белорусский язык. Беларуская мова мне таксама вельмі блізкая, бо я з Беларусі. Але я не ведаю яе так жа добра, як рускую, бо мае бацькі размаўлялі са мной па-руску. Але так прыемна на сэрца. Англійскі язык. English is a very important language in my life. I started learning it at school when I was 6 years old, so basically it's my first foreign language. Nowadays I use it every day as I live and work in the UK as a software engineer. Немецкий язык. Deutsch ist meine aller Lieblingssprache. Ich habe sie in der 4. Klasse gelernt und dann selbst daran gearbeitet, als ich in den Schulferien war. Ich las ganz viele Bücher auf Deutsch. Dann konnte ich fließend sprechen und bin dann nach Deutschland zum Studium gegangen und dann dort meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Insgesamt habe ich 6 Jahre lang in Deutschland gelebt. Ich bin immer noch ein sehr großer Fan von Rammstein. Italianский язык. L'italiano è una lingua che ho imparato quando ero in liceo, in parallelo agli studi, come hobby. Mi ero ispirata con la mia esperienza con il tedesco. In un certo senso ho seguito le orme di mia mamma, che studiava l'italiano per lavoro. Da allora l'ho usato molto tempo con gli amici e durante i viaggi. Turecki языk. Türkçeyi öğrenmek istedim çünkü küçükken Tarkan'ı çok severdim. Lisede Türkiye'ye gittim ve orada tatili çok beğendim. Bu zamanlardan beri Türkiye'ye 10 kere daha gittim. Bu ülkenin kültürünü, muhtarını ve tarihini çok seviyorum. Son zamanlarda Türk dizilerini de izliyorum. עברית. אני גם יודעת לקרוא, לכתוב וקצת לדבר בעברית. אחרי בית ספר התחלתי ללמוד עברית, כי חשבתי שיש לי שורשים יהודיים, אבל אין לי. אף פעם לא הייתי בישראל. לצערי, אני מתחילה לשכוח העברית. Французский язык. Français, c'est la langue maternelle de mon beau-père et de sa famille, parce que ma mère a épousé un Français il y a 10 ans.
Je le parle assez bien parce que j'ai eu de la chance de passer 3 ans en France pour mon doctorat. Je l'utilise encore souvent, surtout avec la famille. Português язык. O português me interessou por causa das novelas brasileiras, que eu adorava quando era criança. Mais tarde, quando eu era estudante, juntei um pouco de dinheiro para viajar ao Brasil, quando eu comecei a aprender a língua. Hoje, infelizmente, quase não o uso. Polski język. Polski to jest język mojego dziedzictwa kulturowego. Część mojej rodziny pochodzi z zachodniej Białorusi, która kiedyś była częścią Polski. Po śmierci mojego dziadka, który był Polakiem, poczułam, że chcę lepiej zrozumieć swoje korzenie. Teraz uwielbiam polski i jej kuchnię. Hiszpański język. Empecé a interesarme por el español cuando me mudé a Inglaterra por trabajo. Aquí hice un par de buenos amigos españoles. Quise entender mejor su cultura, su manera de hablar. Ну вот, я заканчиваю свой список и скажу, что были также языки, которые я когда-то учила, но я не внесла в свой список, вот такие как, например, курдский язык, эсперанто, хинди. Я когда-то вот учила все эти языки, но не смогла довести до разговорного уровня, или не было даже возможности проверить свой уровень, потому что не хватало либо мотивации, либо времени, вот, культурных связей. Что жаль, ведь иногда так хочется иметь вот какой-то повод выучить новый язык. Жаль, что нет повода, и поэтому я создаю его сама. Теперь это шведский, и повод – это эксперимент. Оставайтесь со мной на канале, если вам интересно, как оно дальше пойдет, потому что скоро я буду делать видео про свои первые шаги в шведском. Спасибо за просмотр, и если нравится, пожалуйста, поставьте лайк. Всем пока!